Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про очень интересное решение интеграции мобильных телефонов, смартфонов с корпоративной телефонией. Я его назвал следующим образом: Push Call Log. Суть его заключается в следующем. Есть на мобильных телефонах, на iOS, на Android, на Windows такая функция, как Push Notification, push-уведомления, и многие сейчас серверные платформы присылают свои push-уведомления. Я уверен, вы все с этим знакомы. Это, в основном это почтовые клиенты, ну и какие-то еще, может быть, игры, которые присылают вот эти push-уведомления о каких-то событиях, которые произошли там на этой платформе. Соответственно, идея в том, чтобы синтегрировать эту функцию с корпоративной телефонией, а именно с функцией пропущенных вызовов. Как известно, функция пропущенных вызовов это такая системная, потому что при использовании EC500 из-за федеральных законов ООНы на мобильные телефоны не доходят. Если такие вызовы пропущены, понять, кто звонил, невозможно. Я делал подобные решения и ранее для использования с СМС-уведомлением или по e-mail. С СМС-уведомлением проблема была в том, что нужно постоянно поддерживать какие-то финансовые взаимоотношения с СМС-агрегатором, а с e-mail это есть тоже некие минусы. Например, там неудобно, например, прям позвонить, кликнув на это push-уведомление на номер, который вам звонил. Соответственно, идея в том, чтобы синтегрировать эти push-уведомления с пропущенными, с телекоммуникационной платформой, с пропущенными вызовами на Communication Manager. Для этого я буду использовать свой любимый продукт Experience Portal. Схема будет примерно такая. Там для этой задачи используется такая технология под названием Google Cloud Messaging, сейчас она называется Firebase. И суть такая, что есть некие сервера в интернете, которые могут принимать запросы на push-уведомления и отсылать его на мобильное устройство. Вот это, собственно говоря, сервера Firebase. Из интересных особенностей дело в том, что в этом случае прямых каналов взаимодействия между мобильным телефоном и, собственно говоря, сервером, который посылает сообщения, в нашем случае это Experience Portal, их может и не быть. Точнее, их вообще, так сказать, они не нужны. В редких случаях, а именно при регистрации так называемого токена, требуется это соединение, но можно его сделать единожды, например, из корпоративной сети. Зарегистрировать свой телефон, передать этот токен на Experience Portal, и после этого Experience Portal будет высылать эту информацию на Firebase, а та в свою очередь создавать push-уведомления. Выглядит это примерно следующим образом. Вот мобильный телефон, и вот если посмотреть push-уведомления, вы можете тут увидеть, видите, call log from номер такой-то. Я вам расскажу про эту схему и покажу действующий прототип демонстрационный, в котором все эти функции вы можете увидеть сами. Схема взаимодействия, для понимания, будет следующее, что есть у нас мобильный телефон, смартфон, или Android, или iOS, или Windows, и есть у нас телефонная станция. В узком случае это Communication Manager производства компании Avaya, а в широком на самом деле можно практически ко всем подключиться. Есть два телефона. Один телефон это телефон А, который звонит, и телефон Б, куда звонят. Да? В демонстрации, которую я буду использовать, это номера 1011 и 1010. С этого телефона, если на нем вызов не отвечен, с него вызов уходит по кавериджу на Experience Portal. Experience Portal в этом случае должен быть 7-й версии, не меньше, 7.1, причем он версии должен быть, но на нем достаточно одного порта, потому что вызов к нему приходит, Experience Portal поднимает трубку, тут же кладет трубку и отсылает сообщение на Firebase. Поэтому этот порт практически не используется. Это может быть очень большой производительности с одним портом. Тут у нас есть некая структура под названием в интернете, под названием Firebase. И происходит следующее. Вот я буду рисовать по стрелочкам. В момент регистрации телефон
связывается с Firebase и запрашивает токен. Firebase вам возвращает вот этот токен, некий уникальный токен. После этого телефон его единожды сообщает на Experience портал этот токен. После этого, когда вызов совершается на вот этот телефон, и этот телефон не отвечает, или не активен, или так далее, или там еще какие-то у него проблемы, то вызов переводится на Experience портал. Я тут циферки ставлю последовательность. Experience портал отсылает на Firebase запрос на уведомление смартфона о пропущенном вызове. На что, соответственно, Firebase уведомляет телефон о том сообщении, которое ему посылает Experience портал. Вот такая простейшая схема. Ну, не простейшая, но схема. И, значит, решение называется Push Call Log. И давайте приступим к демонстрации. Вот у нас есть OneX коммуникатор, который подключен к Communication Manager по H323. Там внутри конфигурации Communication Manager есть еще телефон 1011, который отключен, из которого есть каверидж на приложение Experience портала. Справа это отображение реального айфона на экране, да, на котором есть вот приложение Avaya Call Log, которое осуществляет все эти действия, да, в нашем решении. Значит, нужно сначала зарегистрироваться на Experience портале. Вот я запускаю приложение. Оно очень простое, это в общем прототип. Оно предлагает зарегистрироваться на Experience портале и передать туда токен. Значит, 1011 этот номер, с которым связано это приложение, то есть с которого получать push-нотификация пропущенных вызовов. Ниже IP-адрес Experience портала. Как я уже сказал, это нужно сделать только единожды из корпоративной сети. Значит, я нажимаю «Зарегистрироваться», регистрация прошла, и, значит, это у нас фактически таблица с получаемыми вызовами. Мы можем, например, сделать сейчас вызов при запущенном приложении. Произошел набор, перерегистрация на приложение Experience портала. И мы получили сообщение. Вы получили вызов от номера 1010. Соответственно, вот номер 1010. Туда подставляется АОН телефона, который звонил. При этом мы можем, например, на этом наборе, ну, если там будет мобильный номер звонил, то в этом случае, соответственно, там будет мобильный номер телефона. И нажав на этот номер, у нас запускается исходящий вызов на этот номер. Вот такое приложение. Теперь я беру и выгружаю его. То есть оно как бы существует, но оно не активно. И провожу опять вызов на этот же номер. Вот она сбилась, и тут же пришло. Видите? Avaya Call Log, вы получили вызов номера 1010. Тут загорелось количество пропущенных вызовов. Это и есть то самое push-уведомление. То есть у человека телефон лежит в кармане, приложение необходимое не запущено, оно там где-то есть. Оно может быть даже выгружено из памяти вообще. И в этом случае мы получаем push-уведомление о пропущенном вызове и загорается количество пропущенных вызовов. То есть мы, например, можем сделать второй вызов. Вот у нас еще пришло push-уведомление. И вот видите, циферка поменялась на 2. То есть у нас 2 пропущенных вызова. Теперь мы можем посмотреть, вот они все эти пропущенные вызовы. Call log. Тут можно приписать еще время. И на клик на этом, прикликнув, например, по этому push, у нас запускается приложение со списком пропущенных вызовов, на каждый из которых мы можем нажать и позвонить. Соответственно, можно видеть, у нас тут 3 записи. Первую я сделал, когда приложение было активно, остальные я сделал, когда у нас было получено 2 push-уведомления. Вот такое простое, красивое решение. Крайне, на мой взгляд, изящное, с чем я и хотел с вами поделиться. Спасибо за внимание. До свидания.